Почему должно быть так, как вы хотите? Давайте лучше сделаем по-моему. Почему надо по-вашему? Так, как вы хотите. Почему нельзя сделать так, как хочу я? Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Как всегда, предупреждаю, что я не сошла с ума. Как всегда, напишите, как вы думаете, а что означает эта красная веревка? Написали? Продолжим. Эта красная веревочка будет сегодня символизировать несепарированность. Человек так и ощущает боль где-то в области груди, и он говорит, у меня здесь пустота. И вот эта вот веревочка, она связывает его, как пуповина связывала ребенка с кем-то другим. Давайте попробуем вообще разобраться, что такое сепарация. Я пока отпускаю эту веревку и даю себе свободу. Я самостоятельная и свободная. А как вы думаете, какими бы были мои ролики, если бы я таковой не была? И если бы я была не сепарированная? Как бы я себя вела в роликах? Про что бы они были? Какие бы у меня отношения были с вами? И когда вы будете писать про меня, то попробуйте потом экстраполировать на себя, на своих знакомых. И из этой характеристики понять, кто более сепарирован, а кто нет. Когда мы с вами говорим о сепарации, вообще что это такое? Это отдельность. И эта отдельность не только физическая, когда я могу жить вдали, например, от своих родителей, и я достаточно самостоятельная в этой отдельности. Мы говорим еще про финансовую самостоятельность, когда я в состоянии себя обеспечить. Мы говорим про эмоциональную самостоятельность, эмоциональную отдельность и про ментальную отдельность. То есть я сама в состоянии справиться со своими эмоциями, и я в состоянии генерировать самостоятельные мысли. Итак, сепарированный человек – это человек, который в первую очередь сепарировался от своих родителей. Когда по отношению к родителям есть претензии, эмоционально заряженные отношения, это говорит о том, что сепарация еще не состоялась. И многие люди могут быть отдельными от своих родителей, только ненавидя их. То есть наша вот эта вот ненависть по отношению к родителям – это возможность удерживаться на искусственно созданном большем расстоянии, чтобы опять не попасть под их власть. И вот наша несепарированность, она напоминает, вот у меня была веревка, и я, как всегда, подбираю образы для вас, чтобы было понятнее сложные вещи простым языком. Вот если мы представим, что у меня есть вот эта невидимая пуповина, и я этой пуповиной хочу постоянно к кому-то присоединиться, знаете, как щупальца, которые я ищу все время какого-то человека. Вот несепарированность, она в первую очередь проявляется в том, что человек постоянно ищет того самого другого, ту самую профессию, то самое дело, тот самый коллектив. То есть человек постоянно ищет как бы внешнее, но на самом деле он ищет пространство, в котором он наконец-то сможет ощутить что-то, что-то. Вот несепарированность, несамостоятельность, она и ощущается другим как некоторое удушение. То есть когда у человека большая степень несепарированности, ты с ним общаешься, у тебя ощущение, что тебя начинает немножко поддушивать. То есть вот это вот щупальце, она может удушать, а может обнимать. И от внутреннего голода, от внутренней несамостоятельности будет зависеть то давление, которое мы оказываем на других людей. Вот эта вот несамостоятельность, несепарированность, это не значит, что человек
общительный, зависимый от общения других людей. Это другой следующий шаг. В первую очередь у человека может быть эта несепарированность проявлена во внутреннем мире. Вот это самое идеальное я, про которое я часто говорю в своих роликах и про которое написала книгу первую свою, это как раз-таки образ того самого. И я постоянно как бы внутри получаю ценное указание, какой я должна быть для того самого. То есть мое идеальное я, оно в первую очередь выстругивает меня, чтобы я была такой, чтобы нравиться. То есть идеальное я, оно все время следит за моим соответствием. И это соответствие какому-то определенному образу. И человек может в такие странные отношения вступить с собой и общаться с собой. И вот это общение с собой, как я говорила в ролике, как мы сводим себя с ума, может привести к тому, что человек создает некий образ, и этот образ может быть каким-то голосом, который ему что-то говорит, или отчитывает его. Но это всегда про какую-то избранность. То есть человек в общении с этим голосом чувствует себя особенным. И все фантазии сумасшедшие — это как раз-таки про свою избранность, исключительность, что я особенный, я отличаюсь от других, у меня есть какие-то сверхталанты, сверхспособности. И если я не реализован во внешнем мире, то я сам себе начинаю придумывать эту исключительность, я ее создаю внутри. Также эта несепарированность может быть выражена в ипохондрии, когда человеку кажется все время, что он чем-то болен. То есть человек начинает с телом выстраивать странные отношения. Я могу постоянно быть озабоченной вот этой болезнью, которой нет, но я себе ее надумываю для того, чтобы вступить в какие-то отношения, но по отношению к своему телу. То есть с телом странные отношения. Вот эти все голодания или, наоборот, переедания, когда человек себя кормит, кормит, кормит и не может остановиться. Это вот создание вот этого внутреннего счастья, которое мы и ощущаем рядом с тем самым. То есть человек постоянно ищет возможность пребывать в этом состоянии. И когда мы с вами говорим про несепарированность, мы не говорим с вами про какую-то болезнь, мы говорим с вами про непройденный этап эволюции. То есть на первоначальном этапе эволюции мы с вами все не сепарированные, потому что мы физически зависим от своих родителей, они нас кормят, они нас поят, финансово мы зависим, эмоционально и ментально. То есть эмоционально это когда наши эмоции, то, что мы чувствуем, полностью зависит от того, какое настроение у нашего значимого другого. Или же ментально, когда у нас нет права генерировать собственные идеи, и нам другой говорит, что делать. Вот несепарированный человек, у него все время есть этот незримый вопрос, не иногда озвученный, иногда нет, что мне, скажи, что мне делать, или давай я скажу, что тебе делать. И если человек не узнает свою несепарированность, то он не понимает, почему у него такая зависимость от мнений других людей. Почему он себя постоянно сравнивает. Вот эта несепарированность — это пребывание в мире имени себя, где я нахожусь в центре. И поэтому я эталон. Я не себя сравниваю с другими, а других сравниваю с собой. И я или лучше, или хуже этих других. И из-за того, что человек вот не сепарирован, он проживает в таком придуманном мире имени себя, у него избыточное эмоционирование на то, как к нему относятся. То есть ему постоянно будет казаться, что другие люди, они относятся к нему как-то недостаточно доброжелательно. То есть несепарированность — это я нахожусь в мире имени себя, и здесь все должно быть для меня. Все так, как я хочу. И в этом мире имени себя
я наконец-то буду счастлив. То есть люди называют это безусловным принятием. То есть внешний мир должен меня безусловно принимать, и тогда мне не надо будет напрягаться, чтобы что-то делать для того, чтобы быть ему полезным, нужным или же быть востребованным. И это всегда совершенствование себя до того уровня, когда появится вот этот кто-то другой, я присоединю к нему свою щупальцу и, наконец-то, создам мир имени себя. И когда мы с вами говорим о несепарированности, мы говорим о затаскивании других в мир имени себя. Вот в предыдущем ролике с красками я говорила, что как будто мы в одной ванной с этим другим человеком или в одном бассейне с этими всеми другими людьми. То есть в моих отношениях, в несепарированности начинает быть слишком много эмоций. То есть, несомненно, какую-то привязанность мы формируем к своим близким, какое-то слияние с ними. Но если вот эта мечта о мире имени себя, о нахождении того самого, который даст ощущение этого безусловного принятия, слишком велика, то и мои претензии к другому будут слишком большими. Вот 30 мая как раз начнется школа отношений, и я там буду подробнее говорить о том, что происходит, например, в сексе. Вот секс для несепарированного человека — это всегда не нечто физиологическое или не что-то эмоциональное, совместное, а это всегда тема, которая наполнена вот этой проблемами несепарированности. То есть если я младенец, и я пытаюсь постоянно вот повторить это младенческое ощущение слияния и одного целого, то секс, может быть, мне вообще не нужен, потому что надо мной давлеют мои младенческие доминанты. А младенец — это ребенок, который прижимается к груди, и, конечно, ни о каком сексе речи не идет. То есть сексуальная потребность, до нее как будто личность не доросла. Или же наоборот, желание много заниматься сексом, потому что только занимаясь сексом, человек наконец-то чувствует вот эту совместность с другим. То есть другие настолько чуждые, настолько иные, что только секс дает ощущение, что со мной рядом кто-то есть. Человек выходит из этого вот одиночества, и вот эта дыра в груди, про которую я говорила в начале, наконец-то начинает быть заполнена. Я не чувствую этот зов, этот голод своей пустоты и брошенности. То есть, когда мы говорим про взрослого человека, мы говорим про его самостоятельность и отдельность. А для несепарированного человека это всегда ощущение не отдельности, а брошенности, не самостоятельности, а ненужности. И поэтому возникает множество проблем и в бизнесе, потому что бизнес человек не выстраивает как некий процесс, в котором у меня есть какие-то услуги, товары, и я их обмениваю на деньги. У человека к бизнесу совсем иное отношение. Вот у человека, который не сепарированный, у него все время отношения с миром есть я и есть ты. И вот это ты — это может быть даже весь остальной мир. И в этих отношениях человек все время или биполярен, или монополярен. Биполярен — это когда мои эмоции идут то в максимальный верх, я максимально счастлив, когда я получаю то, что я хочу, или я максимально несчастлив, когда я в депрессии. То есть, видите, здесь все время из-за того, что я у нас центральный персонаж, поэтому и отношения с миром начинают выстраиваться подобным образом. То есть вот эта вот монополярность, она всегда нас будет качать на качелях предельного счастья и предельного несчастья. А когда человек сепарирован, то у него появляется не я и ты, как мир, который мне дает желаемое или не дает, а я и весь остальной мир. И этот мир начинает становиться многообразным. То есть у меня нет отношения к другим только с точки зрения, а как они нравятся мне, а как они относятся ко мне, какие у меня отношения с ними. А другие начинают восприниматься не из моей системы координат.
То есть я уже не являюсь этим эталоном, который определяет люди правильные или неправильные, хорошие или плохие. Есть я в своем небольшом мирке, и есть весь многообразный мир другой. То есть мир не созданный для меня, мир не для меня, мир не которому я выношу оценку, потому что я все время думаю, с кем мне войти в слияние своей вот этой вот пуповинкой. Потому что когда я вхожу в слияние, все, мама, она живет для меня. Точно так же и требованию к миру, чтобы он был для меня. Поэтому в бизнесе у несепарированного человека всегда есть проблема. Ему кажется, что мир или недостаточно оплачивает его труд, потому что он такой великий, и мир должен вообще ему давать все блага. Или же человек себя чувствует абсолютно ничтожным, не таким, как надо, вот под давлением этого идеального я, который говорит, ты не стал еще таким, чтобы мир к тебе относился соответствующе. И тогда человек вообще только бесплатно может работать, потому что его труд ничего не стоит. Он еще недостаточно совершенен, чтобы брать какие-то деньги за свою работу. Вот про это, кстати, мы поговорим подробнее на первой лекции «Школа отношений». Отношения с деньгами. То есть человек, когда делает что-то бесплатно, он может быть вдохновлен, он может гораздо себе больше позволить, у него больше творческий полет, у него больше каких-то идей. Но когда есть условие, что за мою работу мне будут платить деньги, то в этот момент я попадаю в отношения со своим идеальным я, где она говорит, ты еще недостаточно идеален, чтобы вообще брать какие-то деньги. То есть идеальное я, оно требует только совершенства, только вот этого вот соответствия, тогда я чего-то стою. Точно так же в отношениях с деньгами возникает невозможность насытиться. То есть человек испытывает вот голод, и ему все время кажется, что его работа, его услуги получили недостаточное признание. То есть человек как будто не может успокоиться в том, что он сейчас может, что ему доступно, и исходя из этого развиваться. Он находится все время в страдании, что я недостаточно хорош, я не гениален, я не прекрасен, я не единственный, неповторимый, и вообще нечего начинать мне бизнес, потому что я не стану тем самым, которого выберут. Видите, здесь очень много вертится вокруг того самого. И человек, вот как я уже говорила сегодня, он находится в поиске того самого другого, той самой работы и так далее. Но при этом он может ошибаться и входить в деятельность, где ему просто кажется, что это та самая деятельность. То есть он опирается на свои чувства, на свое ощущение, а не на других людей, которые или готовы покупать его услуги, или не готовы. И если не готовы, то вот по этой причине. То есть несепарированный человек, название даже причин, почему люди не готовы платить деньги, или же почему мой продукт никто не покупает, он не может даже про это слушать и обсуждать, потому что для него это отвержение. То есть главная цель остается слияние. И поэтому, когда нет безусловного принятия, разрешения слияния, это все время будет восприниматься, как будто меня отторгают, как будто меня не хотят, и не хотят вот присоединиться к этой моей слиятельной щупальце. И в бизнесе еще может быть такая девиация у человека несепарированного, когда он зарабатывает деньги только для того, чтобы купить к себе отношения. То есть человек из-за этого трудится рывкообразно, потому что он себя заставляет работать, но на самом деле ему деньги не нужны, ему надо особенное отношение к себе. Вот это безусловное принятие. Он фактически как человек, который хочет купить себе проститутку, только он не проститутку себе хочет купить, а определенное отношение к себе.
вот это вот отношение как к великому, отношение как к красивому, отношение как к любимому, отношению как к тому, которому все рады, отношение как к тому, кого все обожают. То есть человек не подозревает, что он накапливает материальные ресурсы только для того, чтобы купить какое-то эмоциональное состояние. Это эмоциональное состояние всегда эмоциональное состояние того самого, безусловно, принятого. И поэтому в дорогих каких-то в сервисе услуг для богатых там все время создают вот это вот ощущение безусловного принятия, играя на этой проблеме. Итак, давайте подведем итог. То есть, когда мы говорим про несепарированность, мы говорим фактически про поиск ребенка мамы, которая наконец-то его полюбит таким, какой он есть. И мы говорим про тотальное одиночество. То есть фактически из-за того, что человек находится в поиске вот этого того самого, он не может с этим миром выстроить отношения на равных. То есть партнерство невозможно. И человек не сепарированный, заходя в отношения, начинает разыгрывать в бизнесе или в таких отношениях личных, он начинает разыгрывать вот эту вот сцену между младенцем и родителем. То есть я тебе говорю, что делать, ты мне говоришь, что делать. Поэтому выстроить ни бизнес, ни обычные отношения практически невозможно. То есть чем больше вот этот вот голод, вот эта несепарированность, вот это желание, чтобы меня признали тем самым, тем будет эмоциональнее заряжен вот этот вот контакт, и человек фактически не будет выдерживать даже никаких отношений. То есть когда голод несепарированности слишком большой, то человек не может пойти в отношения, потому что они его сводят с ума. Человек не может открыть свой бизнес, потому что он не выдерживает эмоциональной нагрузки. Потому что в бизнесе бывают провалы, а человек это воспринимает как свою смерть. В бизнесе бывают отказы, человек воспринимает это как отвержение. В бизнесе бывают плохие времена, человек воспринимает это как мир мне не рад. И из-за этого, этой эмоциональной напряженности свой бизнес очень затруднителен. И поэтому приходится идти работать в найм, где мне говорят, что делать, и там мой руководитель выполняет функцию вот этого контроля, который меня как родитель контролирует, и я от него завишу. Ну, в общем, такая тема интересная, несепарированность. Пишите свое мнение о том, что вы называете несепарированностью, не отдельностью. Видите, мы хотим свободы, мы хотим самостоятельности, но часто за этим желанием прячется не желание свободы, а желание вот этого вот безусловного принятия несепарированного ребенка. Так что пишите свои впечатления, приходите на школу отношений 2. Мы продолжим общаться на эти тематики, а я с вами прощаюсь. До встречи.